Цель сеанса – убрать все чужеродные программы рода, антимира и физические причины, ведущие к смерти. Развязать все контракты, подконтракты, подключки, зацепки, психологические конструкции с цельнозором и антимиром. И убрать с меня это все и с моих детей, Ольги и Артема. Убрать все утечки моей энергии и творческого потенциала, вернуть все частицы моей души из антимира, выйти из всех эгрегоров, к которым я подключилась, очистить прошлое, настоящее, будущее. Аспекты. Я обращаюсь, мои любимые, высшее Я и мое подсознание. Я хочу полностью очиститься от влияния цельнозора, его помощников и антимира, от их психотехнологий, крючков и зацепок. Прошу, невзирая на то, что... прошу очистить меня от всего этого. Почему? Невзирая на то, что я в отдельном сеансе отказалась от помощников цельнозора, также на отдельном сеансе отказался мой сын Артем, и потом в последующих 9 сеансах я отказывалась от них, все это продолжает воздействовать на сознание и здоровье мое и моих детей. Прошу, очень прошу в этом сеансе разобрать, разоблачить пошагово и убрать из моей жизни и жизни моих детей, Ольги и Артема, эти каналы, крючки, зацепки, психотехнологические конструкции и все, что блокирует и возобновляет проработанные проблемы на сеансах. Почему они от нас не уходят? Вот хотя бы взять моего сына, он раньше курил больше пачки сигарет, я была недовольна, и легкие наркотики употреблял. Так сейчас он курит больше, чем 1,5 пачки, и на лечении был, потому что употреблял героин. Какие, возможно, мои действия, мысли, поступки или влияние извне вызвали разбалансировку моего здоровья, так как возобновилось и то, что, казалось бы, ушло навсегда. Хочу убрать причину боли в спине при появлении герпеса на крестце, а также сам герпес. Улучшить мой иммунитет, обеспечивающий защиту организма. Хочу знать, что спровоцировало крючки и зацепки, дрожание левой руки и ухудшение моей памяти. Если это заболевание Альцгеймер, то категорически отказываюсь и отменяю, убираю любые причины, вызвавшие это. После одного из сеансов у меня вообще перестала дрожать рука, и я такая была радостная, сообщила Виктории, но на следующий день все возобновилось. Вот тоже непонятно, почему это. Хочу убрать все физические, сознательные, подсознательные причины извне, может быть, повлиявшие на проблему желудочно-кишечного тракта и прямой кишки. Впервые геморрой появился при родах Артема. Последнее время лечение от геморроя не помогало.
Если это раковое заболевание, категорически отказываюсь и убираю причину боли, иногда в прямой кишке при испражнении. Прошу прощения. Также следующий аспект. В вашем сеансе с Юлией было раскрыто, что такое пирамиды и их влияние. И я вспомнила, что когда-то перед сном для якобы очищения и засыпания я посещала визуализации свою фиолетовую пирамиду. Отказываюсь категорически, отменяю это. Это было давно. Но я, кажется, отменяла, но на всякий случай я еще раз озвучила, потому что это серьезный вопрос. Сон. Мне приснился недавно такой сон. Я в городе, вокруг полумрак, все в серо-черных тонах, небо серое. Идет война, и вроде бы нас побеждают. Я убегаю вдоль железной дороги, на которой стоят открытые вагоны, как бы платформы, с прессованными большими брикетами. Я думаю, это еда или топливо. Я отщипываю кусочек, пробую на вкус, но не могу определить. Добегаю до дома, в котором мне сообщают, что якобы можно укрыться, но там тоже небезопасно. Мне показывают углубление рядом с лифтом, из которого якобы может появиться большой черный паук. Далее я с мужчиной начинаю зачищать помещение от черных желеобразных медуз, соскребая их в полиэтиленовые мешки. Сначала они были небольшими в таком широком коридоре, но когда мы открыли дверь в комнату, в одну из комнат, то увидели, комната небольшая, в центре кровать, а на ней огромную медузу. И щупальца прямо свисают до пола. Мы предположили, что под ней может быть мертвый человек. Кто-то заглянул в другие комнаты и сказал, что там такие же медузы. И нам без спецодежды и приспособлений не справиться. Я подумала, что мне сейчас нужно хорошо очиститься, помыться от возможных спор и микробов. И проснулась. Это все. Сон был очень такой явный, и даже я во время этого сна просыпалась, засыпала, и сон продолжался. Ну, ты не пыталась войти в эфирное, то есть войти в этот сон и навести порядок, спросить, а кто это показывает, а кто этот мужчина? Нет? Нет, у меня это проходило как будто бы какая-то реальность. Поэтому оно и есть реальность. То есть то, что нам снится, это не просто кино, которое крутит нам наш мозг, а это и есть та эфирная реальность, то есть энергоинформационная реальность наша. Вот, и во время сна мозг пытается это все разобрать. Во время сна мозг, он работает на разных частотах, но время от времени он работает в альфа-состоянии, то есть это от 7 до 14 Гц. А это состояние, альфа-состояние, это то состояние, где формируется будущее. И очень важно научиться
смотреть эти сны не как сторонний наблюдатель, а как участник. Ну, а когда я смотрю сон, какая-то внутреннее мое сознание как будто бы меня будет. И я захожу сразу же, то есть я осознаю, что я в эфирном пространстве, и я начинаю руководить сном. То есть я с этими персонажами разговариваю, принимаю решения и делаю все, как мне нужно. Это очень важно, потому что 60 лет ученые изучали работу мозга во сне. У них и был один вопрос: чем занимается мозг, когда мы спим? И вот они потратили миллионы долларов, чтобы понять, что мозг чистится. То есть он пережевывает буквально эти ситуации, включается воля человека, и когда человек в осознанном сновидении, то он это очень эффективно прорабатывает, подобно тому, как мы это прорабатываем на сеансах. Это очень важно научиться брать контроль над своим сознанием, над своим подсознанием, потому что мы хозяева нашего тела и нашего пространства. Ясно. Ясно, хорошо, тогда идем работать, трудиться. Я иногда утром начинаю припоминать все, что происходило. Ну, ответной реакции так нет, но командую там: ты кто такая, приказываю, чтобы назвалась, там, что делаешь в моем пространстве. Да, командую. Даже не зная ответы, я знаю, что подсознание хотя бы прореагирует на эти ответы, да, и примет правильное решение. То есть Конечно. хозяйничаю. То есть правильно. Не каждый имеет способность к визуализации. Возможно, не учили рисовать ребенка с детства, да? Это, банально. Можно начать это во взрослом возрасте. Но если тренироваться, то можно любой навык выработать. Любой абсолютно, да? И способность к визуализации то же самое. Но когда нет визуализации, тогда есть развиты больше какие-то другие органы чувств, которые пересылают сигналы от подсознания к нашему сознательному. Что такое контракт? То есть нужно понимать, контракт – это инициация, то есть посвящение. Происходит это тогда, когда человек придает интересы своей собственной живой души. То есть он противоречит конам жизни, принимает решения, которые ведут его потенциально к смерти, потому что все ложное приводит к смерти. И вот именно в этом решении может скрываться какой-то контракт. Что такое Я контракт? готова. Да, это фактически продажа души. Потому что когда мы принимаем, например, человек принимает помощь, это безумие от каких-то гипотетических шариков. То есть нужно понимать, что где эти шарики? Разве Творец создал каких-то специальных шариков, которые могут человеку разобраться в его ошибках? Разве шарики, медузы или кто-то еще может это сделать? Разве это в их компетенции? Нет, мы так не сотворены. То есть это какая-то шизофрения. Вопрос, почему человек должен задавать вопрос: ну что же было в тот момент со мной? Почему я этого не понимала, не видела? Да? Какое-то было влияние, или это я уже была готова к этому. Потому что ученые говорят, доказано это уже научным методом, что 10% людей на земном шаре не поддаются гипнозу и самовнушению вообще. То есть для них такое понятие, как магия, гипноз, самовнушение, навеивание, стадные инстинкты, они не подвластны. И причина, когда они поразбирались в этом, причина – это хорошие отношения с самим собой. Человек имеет те же ценности, то есть для него высшие духовные ценности жизни, счастья и гармонии стоят на первом месте. То есть этого человека, это тот фундамент, на котором человек стоит, его трудно сдвинуть. Потому что во главе
всех ценностей человека должны стоять высшие духовные ценности жизни. Если это не так, если для человека ценностью есть не жизнь, не счастье, а что-то другое, это что для человека на самом деле важнее, то есть что стоит во главе их ценностей, да? Тогда вопрос Людмила должна бы задать себе, а на тот момент, что было в моем сознании, что я вот эту ложь приняла как истину? Почему этот взлом в моем пространстве, в моем критике внутреннем уже был? То есть это же взлом внутреннего критика. Так у меня и был взлом внутреннего критика. На одном из сеансов это было обнаружено. Внутренний критик мы используем Он каждый не день и много работает раз. у меня. Да, а он не работает почему? Потому что человек верит в ложь. Да? Он верит своим сознанием. Внутренний критик, он не где-то спрятан в подсознании или что. Это наше сознание оперирует фактами и определяет. То есть у нашего сознания есть определенный набор инструментов, скажем так. У него есть опыт, человек прожил этот опыт, или он поверил кому-то, не проживший, да, и на основании того, что он знает, он принимает решение. Это для меня хорошо или это для меня плохо. Когда Да, мы что-то одобряем, это означает, что мы пропускаем это в свое подсознание, и оно там ложится и работает как программа. В эфирном понятно. пространстве вообще нету времени, да? И оно будет лежать там и работать до тех пор, пока это не убрать. У человека могут уже цели поменяться, он уже хочет совершенно противоположного. Даже есть такой факт, что каждых 7 лет человек пересматривает и меняет свою жизнь кардинально. У него происходят какие-то кардинальные изменения, то есть даже на физике. Ну Но вот, эти братья, программы, да, а эти программы до сих пор там фонят. И чтобы эти программы заглушить, то человек должен явно представить, что он хочет, и это прочувствовать. Потому что память, она всегда с энергиями связана, с чувствами. И когда мы это чувствуем, и это очень полезно делать регулярно, на регулярной основе, то есть есть несложные упражнения, даже их можно в кровати. Самые ленивые могут, когда просыпаются и когда засыпают, делать эту визуализацию, прочувствовать очень четко, что это даст мне, задавать вопросы, а какие люди меня будут окружать, а как я себя буду чувствовать, а как я себя чувствую. И это все человек начинает прописывать в своем физическом теле. А плюс наши зрители что еще делают? Дыхательные практики активные, которые помогают негативные психоэмоциональные блоки убрать. И получается так, человек выливает негатив, помещает в себя вот эту цель, визуализирует ее, подсознание начинает понимать, что нужно хозяину, и начинает высматривать в своем пространстве, где еще какие зацепки, те, которые мешают достичь вот этой цели. Поэтому я всегда спрашиваю, цель – это самое важное. Чем больше и лучше человек прочувствует цель, чем он больше погрузится в это состояние, и это все прочувствует, как будто бы это уже есть, тем быстрее эта цель исполнится. То есть это секрет исполнения желаний. Хорошо, Виктория. Я посчитаю от 3 до 1, ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да, Что ты смотришь там? Видно? да, смотрю, какая-то женщина, типа цыганка или кто. Да, какая-то цыганка пляшет вот с правой стороны, где правая нога, и вот так в бубен бьет, такой черный бубен,
и смотрит, и время от времени у нее из глаз такие лучи, как будто стреляют из, знаешь, как в играх из самолетов, так пух-пух, такие лучи э, летят. Мгм. А там я вижу лицо Людмилы, но Людмила ничего не говорила про цыганку. И что это за цыганка тоже? Она, юбка ее разноцветная, как будто бы там такие какие-то что так, как чешуя, вот так это все блестит, красный, белый цвет, блестящий, и таким хвостом тянется в сектор магии. А в секторе магии там такая черная книжка, а в черной книжке над этой книгой ам, наклонился, вот так читает человек с таким вот этим, считывается цельнозор. То Мгм. есть я вижу ту привязку какую-то, которая... Мгм. Хорошо, Виктория, отсоединись от этих ситуаций. Да. Мгм. На счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Людмилы. 1, 2, 3. О, я вижу, она идет и держится за глаза. В глазах как будто бы какие-то черные энергии, а она держится вот так за глаза и осчитывается. Она говорит как будто ко мне, что она говорит, я с прострельнутым лбом. И вижу, такой луч идет от этой цыганки вот так к ней, прямо вот в лоб. Также показывает руки. Программа. Это не ее руки, это программа. Как связанные руки. И такая петля. И она как-то один конец вот так, как змея, висит, а другой, черная такая, а другой конец этой петли тянется в сектор интерферентов, какой-то белый. И там, мы вчера с Олей делали расследование. Такая же сущность выглядит как человекообразная, белого цвета. Это гипноз. Какая-то сущность, обладающая гипнозом, или что нужно смотреть? Мгм. Ладно, Виктория, вернусь к Людмиле. Считай ее эфирное Да. ДНК. Она ли это? Да, это она. Мгм. И у нее вот такая черная энергия вот здесь, в сердце. Ну, и оно считывается снова как простреленное. Мгм. Потом диффузия, диффузный процесс, то есть процесс, который происходит, диффузия. Вот, и я вижу, что эта юбка, конец этой юбки вот так разноцветный, там как лоскуты такие на этой оно вот так как-то тянется от этой цыганки прямо вот в сердце, раскрытое подсознание, диффузия. Мгм. Сейчас я спрашиваю, дает ли она, Спроси, Виктория, да. а у нее, где на рту, вот такая черная, как наклейка, как будто бы пластырь, как скотч. От этого скотча э, идет в сектор магии, и там кто-то сидит за печатной машинкой, как в Советском Союзе были такие, знаешь, и так цокают Мгм. громко. Тык-тык-тык, он так цокает. И я вижу, что это сидит этот колдун с такой шапкой острой. Он напечатал и вынул как лист из этой печатной машины. И вытаскивается оттуда, этот лист превращается в эту сущность. И он берет потом и вот так ляп в сектор принятия решений. Вот эти разноцветные шарики. Так спроси Людмилу, что это за цыганка? Была ли в ее истории какая-нибудь цыганка? Мгм. Пусть кивнет. Была какая-то цыганка? Была. Была. Мгм. Уже разобрали. Да. Ну, Извини. Люда, Извини. Это я не отключил. это мы Извини. разобрали, Мгм. но ты же знаешь, что у них законы не писаны, да?
они цепляются до чего-то. Нужно посмотреть. То есть я уже вижу, что в твоем пространстве на тот момент был гипноз, и Цельнозор с его пси-технологиями, он уже проходит по проторенному пути. И когда гипноз – это что? Открыто подсознание. То есть когда оно открыто, тогда как бы дорога, ворота открыты, и заходят все, кто не попадя. Вот это что происходит. Сейчас самое важное, я спрошу, дает ли Людмила. А ну прояви волю, потому что куда-то оно исчезает. Виктория, к Людмиле. Да, Угу. И спроси Людмилу, разрешает ли она потрудиться с ней для нее. да, она разрешает, так громко говорит, разрешает, да, Угу. говорит, да. Так, что это за цыганка? Приказываю этой цыганке проявить согласно ее физической ДНК. Вот очень странно, она находится возле правой ноги, а должна бы находиться в секторе магии. Она находится в секторе интерферента, и появляется вот этот дух гипнотический. Угу. Вот, ну, люди думают, что пси-технологии – это что-то такое, сейчас его только 2 дня назад придумали, да. Нет, пси-технологии, они просто работают, эксплуатируют наше психическое пространство и работу психики переворачивают на то, чтобы подчинить работу психики каким-то негативным программам, идеям и так дальше. Оно считывается, вот этот с зубами такой, как он выглядит как скелет, но такой мягкий, плотный, упругий, как будто резиновый. Вот этот гипноз. Это я слышу дух гипноза. Дух гипноза. Давай Да? посмотрим. Программа Мгм. гипнотическая. Что это за программа? То есть, Сейчас, одну секундочку, да. я этого колдуна там закрою. Мгм. Я взяла в какой-то шарик его стеклянный закрыла. А от него конкретно вот эта подключка к этой цыганке тоже как в пробирочку покрылась стеклом. И я ее как будто бы вырезаю вот так из контекста. То есть потому что я чувствую, как вот эти цельнозоровские пси-технологии, его программы мешают, чтобы закрыть подсознание. То есть произошел, я слышу клочок. Вот это слово мне идет с самого утра, клочок. Что значит этот клочок? Я вижу, что это выглядит, как будто вот в сердце открывается вот крючочек такой есть, знаешь, как крючок. Вот так Да. открывает эта цыганка. Вот она его так открывает. А у Люды вот здесь, где говорят, что там есть третий глаз, а это центр осознания на самом деле. Мгм. Вот там это она как стрельнула, считывается дело за живое. И она открывает этот крючок, образно говоря, и положила клочок. То есть кусок чего-то разноцветного. Она как будто бы кусок этой юбки положила. Мгм. Я слышу подсознательный процесс определения. Я слышу так: добра и лжи. Что это за процесс? Какой он имеет? Процесс определения, я слышу так: добра и лжи. Какой источник у этого процесса? Какой он имеет фундамент? Непонятный вопрос. Эм, Это внутренний критик, образно говоря. Мгм. Это процессор определения добра Да, и лжи. мгм. Если положила это тогда цыганка, то Да. что с ним не так? С кем? С вот этим процессом, да, определения. Что случилось? Почему Да, он что был он с сломан? изъяном или что это взломанный какой-то процесс?
Э, За- Когда впервые был взломан этот Мгм. процессор, в секторе магии я вижу какой-то силуэт, черный силуэт, как колдун, который вот так как-то взял, захрустел пальцем, и как будто бы пальцы вот так, знаешь, как-то на руке вот так Мгм. придавил и сломал. И его пальцы вот так отходят в сектор интерферентов. Так, а кто это? Мгм. Вот этот колдун, который ты в стеклянный шар поместила, это он? Нет, кто-то другой. Кто-то другой, да? Хорошо. Считывается из раннего детства. Мгм. Я вижу, что какой-то дядя, и он дает маленькой девочке конфетку в такой же разноцветной обвертке. Мгм. Так, приказывай А, этому колдуну отвечать, кто он такой, пусть назовется. какой-то дядя, он считывается дядя, возможно, родственник или кто, но я вижу, что ам, он вот так, такая с круглым личиком, симпатюлечка, маленькая девочка, вообще маленькая очень, может, Мгм. до 2 лет. Ам, и у нее платьице, и выглядывают такие трусики. Нет, это колготочки. Она как в колготочках как будто бы. Мгм. Но вот там, где попа, у нее как будто пеленка лежит. Ну, может, мама положила пеленку, чтобы она, когда пописает, чтобы это... Мгм. И этот колдун почему-то смотрит вот там, где эта пеленка вот так из-под колготочек. Ну, видно, что она там есть. Сзади он смотрит туда, Мгм. протягивает ей конфетку. Так. Она берет эту конфетку, и вот эту пеленочку она вот так вытягивает. Он почему-то хочет эту пеленку. Она вытягивает и вот так ему дает. Она сложена вот так вот таким продолговатым. Конвертиком таким. Ну да, так вот сложена. И она эту М. пеленочку, вот марлевая пеленочка вижу, она ему отдает, а он берет, он ее нюхает. Мгм. Так он извращенец какой-то. А он ее вот так сделал. И ему так приятно. Сейчас я посмотрю, что это он. У него где нос возникла такая, как пространство такое энергоинформационное, и он сразу, я слышу, что он ее распознает. М. И когда он вдохнул, так как он одержим этим духом черным, колдовским, то есть этот нужно понимать, что этот колдун, это не Илья Цельнозор, а это тот дух, которым он одержим. А этот дух, это как электричество в розетке. Одно и то же, но может питать разные предметы и включать их. Да? Мгм. Вот. Тот, кто вызывает этого духа, тот ими пользуется. Ну, это как мы тоже делаем. Включил в розетку, подключился. Вот кто подключается, вот тот и позволяет хозяйничать этому духу. Он считывается как дядя. Но так как этот дух один и тот же, то есть, я вижу, что он, вот это, то, что он вдохнул, вот это так осталось в секторе магии. Сейчас я хочу посмотреть, что произошло на тонком Мгм. плане в тот момент, потому что это вот как он вдохнул, и какое-то, так знаешь, какое-то у него блаженство. И вот это осталось, это разноцветная субстанция энергетическая. Этот буквально считывается как коктейль информационный в пространстве Людмилы, и он, я слышу, работает как гипноз. А в этот момент я вижу, что попочка у девочки как бы оголилась,
когда она маленькая совершенно, боже, как это гадко. И она вынимает эту пеленочку, попочка оголяется, и он смотрит на нее, на эту попу. Сейчас я посмотрю, что происходит. А, В эфирном а, а пространстве. попочка красная, ну, Мгм. описанная, да. Мгм. Ну, ребенок, ну, ближе к годику, еле ходит, да. Э, Вот так вот. Мгм. И вижу, что есть какой-то как контракт в секторе принятия решений. Тянется вот эта гипнотическая ниточка и тянется вот так вниз, идет по правой стороне, значит, это она управляющая. То есть то, что с правой стороны, это управляющая а, программа, контракты собственные. Сейчас мы посмотрим. И эту ниточку, вот эта цыганка вот так наматывает себе на пальцы. Как-то на один, потом на второй. А вот эти пальцы она получила от этого дяди. Мгм. Так. Энергетически этот дядя считывается как пират, разбойник. У него это как гимнастерка, такая же, как у Ильи. То есть, ну, как злодей, да? Да, подвержен тем же духам. Да. И сейчас я хочу посмотреть, что происходило на эфирном плане, какой был контракт. Мгм. Я вижу, что эта девочка как бы в этот момент, я слышу, расстроена, вот как пианино расстроена. И она вот так поворачивается, он смотрит на эту попочку красную, и она смотрит туда же, Мгм. смотрит на эту попу красную. Ну, она с ним общается, как ребеночек, и так бьет, хлопает себя по попе, что-то типа по-детски там говорит. А на эфирном плане какой был контракт? Я вижу, что она так нежно какая-то, как фея душа, так частица ее с этой ситуации вылетает и попадает в секторе принятия решений. Слышу гипноз. Там энергия черная вот этого колдуна, она образовалась уже вот здесь, встала, как черный, какой-то, как черная сущность какая-то. И там такой есть, как переход такой, знаешь. Мгм. Портал? Вот это пространство, оно вот так сжато там, а она вот летит, как будто она какая-то фея такая, и у нее появляется такой, я слышу, чехол, на голове такой колпак, как у этого черного колдуна, только белого цвета. Она загипнотизирована. И в этот момент я вижу в сердце, вот так как взрыв произошел. Пух! Так. То есть я вижу, что эта цыганка притянулась на тот гипноз уже, который был С, уже с этим дядей. с этим дядей. Да, и в Мгм. этот момент там какой-то контракт есть у Людмилы, Мгм. по Так. которому она как бы перешла какую-то вот эту грань и как бы зашла в то Мгм. черное пространство. Когда был этот контракт подписан? Я сейчас ее спрошу, видит ли она, что происходит в ее раннем детстве, чтобы она... Она Мгм. говорит, что ей больно. Я ее спрашиваю, почему ей больно. Ой, фу! Ой, господи, я не знаю. Короче, это вижу, он ее повернул, эту девочку, к себе вот так, и как-то своим этим, но он у него не очень работает, но он как-то трется вот так по попе. Хм. Ой, фу-фу. Так это изнасилование. Так он ее изнасиловал. Ой-ой-ой. Педофил. Да.
А она постоянно, он это делает, а она оборачивается, плачет, начинает плакать. Мгм. И я вижу, как такая рука, я слышу насильника. У нее вот по спине пошел такой энергетический, как огонь красный. И от этого столба энергетического такая рука. И она этой рукой пытается, ну, на физике она пытается защититься, защитить себя. Я вижу в этот момент появляется это, слышу молитва, почему-то молитва. Эти руки связанные с этой черной молитва. А, Так. Я Мгм. ее спрашиваю, я ей говорю, чтобы она посмотрела сейчас я обращаюсь к этой девочке. Я М. ее вот так беру и прошу ей посмотреть свет Первотворца. И я говорю, что мы ее защищаем, и посмотри на Люду. И Люда стоит. Посмотри, говорю, какая она большая. Ей никто не может причинить зло, потому что она может себя защитить, а ты– это частица ее. Она тебя очень любит. Я ей М. передаю любовь и говорю, чтобы она не боялась ничего, потому что Люда сейчас это все исправит, ничего этого не будет. Но нужно посмотреть, какой контракт она. Я М. вижу, вот это слово идет снова. а, Вижу, как будто бы такие черные лапы, вот так, я слышу, разорвали. То есть идет разбой, разрыв а, сознательных процессов, оценки происходящего. Вот вот это диссонанс происходит. Это родной человек, какой-то родной человек, и в ее сознании происходит как разрыв шаблона. Она не может понять, что происходит, потому что, ну, это она доверяет ему. И получается, что где же контракт? Мгм. И я вижу сейчас ее подсознание в сердце. Вот это после того, как эти энергии вот так разодрали, то вот почему эзотерики уводят в сторону, и они не говорят сердце, а нужно говорить сердце, а не сердечная чакра. Это была моя ошибка тоже, но я потом поняла, когда я начала это все видеть и осознавать. Я вижу, что наше физическое тело– это именно тот банк, который хранит память об этих всех ситуациях, и нельзя отдельно рассматривать себя по частям. Я вижу буквально, как будто бы рана у нее в сердце. И сейчас какая-то рука вот там осторожно так пробирается из сектора интерферентов, черная магическая рука, пробирается и вкладывает там как шарик такой черный. Мгм. Сейчас я его хвать, эту руку. Приказываю хозяину этой руки проявить согласно его эфирным ДНК в емкости его. Появляется муха проявилась. Толстая, жирная муха. Она вот так, как будто бы стоит на задних ногах. И так крыльями жи-жи-жи-жи-жи. Считывается это как дух Люцифера, Вельзевул. Продуктор, продуцировать. То есть он несет, эта муха считывается как мужского пола, Мгм. но с женскими органами. А, И у этой мухи такая борода какая-то странная. А у нее и женские органы полны таких, как яиц мушиных, белых таких. Вот Мгм. именно так. Тоже. Вельзевул, Мгм. это считывается как дух пророчеств, формирователь будущих событий. То есть это, образно говоря, бог эфира. То есть если Темного. темного эфира или Мгм. по-другому, как это называется,
антимира, антиэфира, астрала. Это Господь, так я и слышу. Господь астрала. Мгм. Это как такой, я вижу, это как такой прямо как компьютер. Он выглядит как компьютер, вот этот цифровой, который так висит в пространстве. Как-то странно. Я не знаю, есть ли такие в природе на физике, но он вот так считывается как компьютер. Внутри это вот искусственный интеллект, это муха. Я слышу, что это дух Вельзевула, а, противник сознания божественного кода. Это как антикод, Мгм. да, то есть противоположное коду жизни. А это и есть код смерти, дух Люцифера– это дух смерти. Виктория, вот этот компьютер, он имеет на физическом уровне какой-то объект? Он подвязан, я слышу, посредством эгрегориальных подключек. И я вижу, что он подключен напрямую к этой печатной машинке и к сектору магии. Мгм. На То есть физике он есть, Виктория? Вот этот объект? нет, он Или это есть, в эфирном это в пространстве? эфирном Мгм. пространстве, Понял. но он подключен к физическим объектам. Мгм. Каким Так, образом? энергетическим. То есть я слышу люциферианское сознание. И вот оно идет, этот компьютер, он висит в эфирном пространстве, Мгм. такой объект, но он еще ниже тянется такая подключка, Так. и там как будто такой, как шахта лифта, и там ходят туда-обратно, как вагонетки такие. Туда спускается вниз, еще в более нижнее пространство, как в таких вагонетках, как в ковшиках. Такие сияющие. А это люди, это души их. Они кричат вот так, не хотят туда идти, но их уносит туда. А обратно выходят эти, я слышу, люциферианские духи. И вот эта муха, этот компьютер, он как раз как центральный процессор. И это, я слышу, взлом психики. Вот так произошло. Взлом психики. То есть его основная эм, задача– это взломать психическое пространство, потому что человеческая психика– это не живые мозги, а это то пространство, в котором он находится, как в океане, вместе с другими психическими объектами, да, и идет взлом общего психического пространства Вселенной нашей путем, я вот слышу, разрыва, вот сердца, разрыва сердца и полома психики конкретного отдельно взятого человека. Вот на этом и базируются все вот эти психотехнологии, которые используют эзотерики, маги, колдуны и любые абьюзеры. Я вижу учителя в школе, то есть любой человек, который действует директивными, навязывающими методами, без уважения к личностным границам другого человека, любая. Поэтому я вот и считываю, что идет распознавание добра и лжи. Не добра и зла, а добра. А добро М. это, я вижу, ассоциируется с гармонией. Добро, то есть это всеобъемлющее такое слово, а зла как такового нет. Есть ложь, которая, то есть зла нет вообще. Есть утилизация, то есть зло– это пространство утилизации. Есть добро, а зла как такового нет. Есть ложь, которая включает процесс утилизации ложных этих всех конструкций. Оно не существует. Добро существует, имеет физическую реальность,
А Мгм. зло это, я слышу, запрограммированный злой эфир. То есть это тот тип антимир или матрица, которая работает на, ну, оно все отсоединяется от добра, скажем так, от первоисточника, уходит на утилизацию, и поэтому оно как бы расщепляется, его как нету. Оно как там реакция такая, расщепление. Вот как Мгм. физическое тело демонстрирует нам, как это происходит. Живой цветочек, он красивый, но когда умер, он превращается в ничто, идет на утилизацию. Точно так же идет переработка отходов. И вот этот компьютер, вот эта муха, Мгм. она странная. У этой мухи появляется длинная борода и такой колпак на голове. А, Я когда посмотрела на колпак, то я услышала, что его главный конек – это ложь. То есть вот этот колпак, который символизирует магию, то то инструмент – это ложь. Мгм. Понятно. Так, давай, Виктория, посмотрим, что этот Вельзевул, что за яйцо он вложил. Это у Людмилы в сердце. Получается так. Да, он вложил вот это, а, я слышу, психоэмоциональную адаптацию. Мгм. Это психоэмоциональная адаптация ко лжи. Вот это слышу к мифическим вот Мгм. этим пространствам. То есть вот эти, почему пропаганда основывается на лжи? Потому что ложь ломает психику. Человек, когда один раз она ему поверила, вот в чем Согласие. контракт. Он ее гладит по попе, он оглядывается, смотрит и как бы целует ее и говорит, что ну, он родной ей человек. Мгм. Ну, правильно, никто же чужой не придет, это не сделает. Только из ближнего, все зло исходит из ближнего круга общения. Это ложь, что он родной. Те программы, которые в нем, И они я совсем ей не родные. именно вот Да? это и говорю ей. И я Мгм. вижу, как эта красная полоса по позвоночнику, а где животик у нее, вот это, такая пошла белая гипнотическая энергия. И оно как панцирь ее вот так с двух сторон, как черепашка какая-то, да? Мгм. Вот эти ниндзя, черепашки-ниндзя, вот этих предателей рода человеческого, вот которых собирал как раз Илья, он собирал этих жертв. То есть насколько миссия его противная. То есть сильных он, конечно же, боится. И ничего нового в этом нет. Да? Любой агрессор боится того, кто сильнее его. А он ищет слабых, уязвимых, тех, кому нужна помощь, а он их добивает. Мгм. И я говорю, что он на самом деле ей не дядя, что чтобы она отменила это решение, вот вытаскивать эту пеленочку, потому что он вот прокручивается обратно вот так. Он ее спрашивает, а что это у нее там в Мгм. колготочках? И она это вот ему, я говорю, чтобы она, молодец. Я вижу, как она ему вот так дает ляпаса просто по морде. Я ей передаю и вижу лицо разъяренное, праведный гнев Людмилы, ее эфирной, и она буквально вот так выхватывает эту девочку из этой конструкции, и вижу, как эта подключка именно к заднему проходу вот так, к анусу, и она вот это вот
отрывает, я передаю Людмиле, чтобы она приказывала. Вот эту девочку держит вот так на руках, чтобы она приказывала этому дяде убирать всю его магию, и пусть и она вот так смотрит на эту разодранную душу. Мгм. Она вот почему нужно вот эти дыхательные практики, потому что без этих дыхательных практик такие глубочайшие травмы человек не способен рассмотреть. Смотри, как она читала аспекты, как она увиливала, ускальзывала, да, от конкретных вопросов. Да, но сейчас это все раскрылось. И я вижу, что там появляется в этой ране такой шарик. Вот это яйцо. Так. Да, я хочу посмотреть, что он Мгм. означает. И вижу, как эта сущность, а его так и рисуют, и такого косматого, разодранного этого Вельзевула, потому что он все раздирает, и вот это цельнозоровское оружие, когда он переделал Моне мозги, да, там вложил ей его память, то она же увидела сразу в своих руках этот символ цельнозора, вот эти э, э, лезвия, которые разрезают, раздирают, да. То есть Мгм. это магическое оружие, которое я уже видела перед тем, 6 лет назад, даже больше, уже, когда мы с Еленой работали, к нам приходил человек, который погиб от пси-технологий. То же самое Мгм. было. Один и тот же инструмент, и то же самое действие. Мне просто идет то же самое лезвие. Вот. И Людмилу спасло то, что она не использовала это лезвие в ее пространстве. То есть она отказалась вовремя и не принимала этого символа цельнозора, который как раз и привязывает к этим лезвиям. Сейчас я это все стираю, возвращаюсь обратно. Эту всю информацию на аннигиляцию отправляю, то, что я говорила. Это все я убрала. Все, этого нет в ее пространстве. Снова смотрю на эту девочку, снова вижу, она бьет, вот рука вот эта красная, то есть отдала карму. И Мгм. вижу, как снова она эту подключку к анусу убирает. И рукой тянется сияющий с крылом, как рука с крылом. Очень люблю делать сеансы для Люды. И она развязывает, считывается путы. И я вижу, как эта программа, связанные руки, она развязывается, и вот эта гипнотическая нить уходит. И вижу цыганку, Мгм. цыганку, которая держит во рту золотую какую-то, то ли копеечку, то ли серьга там мелькает какая-то. Она чем-то это что-то блестит, она обращает на что-то внимание, отвлекающий момент. Это все эзотерики так делают, все колдуны. Они отвлекают, вот иллюзионисты, нужно понаблюдать за иллюзионистами. Они демонстрируют на физике, как срабатывает гипноз. Ну, только это на духовном уровне. То есть он отвлекает, Мгм. обращает внимание на что-то другое, а в то же время цепляет за живое. Он взлом происходит, то есть когда в одном предложении, скажем так, образно говоря, противоположные мысли. Ну, когда человек рассказывает, например, вот как и Цельнозор, да, он рассказывает о каких-то светлых мирах, о каком-то стремлении к лучшему, и в то же время он пропагандирует антисемитские пропаганда идет, античеловеческая, поддержка войн, поиск врага, то есть вот эта вся шизофрения, то есть он сам шизофреник, и людей таким образом там происходит, как раз в этом моменте происходит взлом матрицы сознания, потому что в то время у человека раздрайв, вот это разодрать. Он не понимает, где искать аналогии, потому что наш мозг устроен таким образом, что он ищет аналогию. Он не может найти, потому что посчитать несуществующего нет. В этот момент вот сознание открывается, подсознание, и вот вот как это положила цыганка туда, это ее энергию, ее дух. И подсознание, получается, это как открыл дверь и вставил туда ногу. Вот эта Мгм. нога до тех пор там стоит и не позволяет закрыть это подсознание. Я говорю Людмиле, чтобы она сейчас отменила это решение. Вот она снова берет эту пеленку,
которой вот этот запах, вот это все завязано, да, и шмаляет эта девочка по мордам бьет. И я вот сейчас увидела, как она выходит, она вырастает, я буквально слышу, вырастает. Она выходит с этой коробочки, и там, где она вот это сидела в этом туннеле, спускалась постоянно Лифт. в лифте, да. Мгм. И она оттуда вышла, я передаю Людмиле ее аспекты, вот так показываю, вот так буквально. Говорю, что ее рациональная часть отказывается играть в эти игры темных, которые обвиняют человека во всех несусветных грехах, цепляются за, я слышу, цельнозор, Мгм. его подключка вот именно к тому моменту в секторе принятия решений. И я вижу, как все возвращается вот так обратно, и его черная подключка магическая вытаскивает как бы обратно Люду, которая в виде этой феи. А фея символизирует несовершенность, ну, то есть как бы творец – это хозяин своего пространства, а фея – это как человек, который обрабатывает антимир, отдает свои энергии и творит на благо антимира своими, потому что каждый человек творец. И он вытаскивает эту феечку, я вижу, как эта черная штука из головы, вот этот колпак, Мгм. Колдовская. стаскивается. Да, я передаю Людмиле, она вот развязывает эти, а, считывается чулки. То есть вот как она была в колготочках, вот эти чулочки, колготочки вот у нее на этих руках. Отдает это цельнозору, я ей передаю, чтобы она приказывала. Если ему так интересно вот эти энергии отходов, пусть он сполна именно нажрется, пусть она, вот я вижу, как это разбивается, эта колба, и это все, этот весь негатив, эти все подключки, это его желание, его Мгм. дух этого желает, да? Пусть, и вот вижу, вот наконец этот пинтер этого дяди тоже разворачивается и тоже вот туда все. Я передаю Людмиле, чтобы она сейчас стерла со всех информационных полей и все подключки к этим эгрегорам. Я слышу детского насилия. Мгм. Пусть она к этим магическим, она выходит, знаешь, что она делает? Она с Вельзевула вылазит. Она Мгм. с этой мухи вылазит вот так вот просто. Там такие конструкции, которые ее как будто бы хватают за ноги, за талию. Я ей передаю, что это фикция, этого ничего не существует. Все, что было даже секунду назад, этого уже нет. Пусть она разрушит эту всю матрицу антимира, эти все эгрегориальные структуры, подключки, приказывает этому Вельзевулу, дьяволу, кто-то там еще есть, с этим энергиям убираться. И на физике я вижу лежит Мона, а Мона, смотри, как он хитро все продумал, как он ее подставляет. На ее канале вся эта магия, то есть она перед первотворцом, перед конами Вселенной, она виновата, а у него на канале никакой магии нет. Все у нее на канале. И вот она лежит, я вижу, как рыба. Мгм. И я вижу, что это тоже план. То есть моя любовь к сестре, я ее очень люблю до сих пор и желаю ей освободиться. Но она лежит как рыба и принимает всю карму на себя. Она как сплошной вот этот гипнотический субъект. Я передаю, я еще не успела даже сказать словами, но Мгм. Людмила как будто бы отсекает огромным мечом вот эту рыбину, и я вижу, как глаза, вот это Моны глаза, а я их видела, когда она делала на операцию на глаза, тогда мы с Надей как бы посмотрели, все ли хорошо, и я вдруг увидела, что у нее появились на глазах такие шары. И после того, когда она пришла в себя, я ей сказала, тебе нужно что-то делать, на тебя было воздействие. И мы видели этого Илью. Она, нет, нет, Илья мне помогал. Но я вижу этот, и я вижу, что вот именно эти глаза,
Это Мгм. слышу по-українськи, об'єкт спостереження, то есть объект наблюдения. Ам, То есть вот эта любовь к ней, потому что она действительно очень хороший человек, она по жизни солнышком была всегда, ее так иначе никто не называл. То есть всеобщая любимица в семье, в школе, везде, где она, ну, это кусочек солнца, буквально. Очень светлый человек. И поэтому это обман, то же самое, я просто вижу это, как этот дядя обманул маленькую Людочку, Людмила. Мгм. да, что он свой, родной. Точно так же вот это свет души истинного я Моны Мгм. обманула людей и обманывает до сих пор. Но сейчас у нее, конечно, энергетика уже не та, но мы говорим о том конкретно о Людмиле. И я передаю Людмиле, чтобы она без сожаления приказывала Моне убирать все ее воздействие, потому что человек пока не получит карму, он не получит этот опыт. Мгм. А если полиция заинтересуется этим всем, то первый, кто попадется, то именно Мона, потому что это у нее на канале продуцируются вот эти все и используются все эти пси-технологии. Вот как он ее подставляет. Вот это любовь, да, Мгм. по-сектантски. Вот, я передаю Людмиле, чтобы она поднималась вверх, и все вот эти подключки, и разрушается вот эта печатная машинка, как-то все в сторону, и пошло на аннигиляцию вот этот борода, этот дух Цельнозора, который там в секторе магии, все уходит, и вижу, как отрывается от будущего у Людмилы вот этот, как хобот комара. Вот он так и выглядит, просто как хобот, Мгм. который тянет энергию от будущего, потому что будущее формируется в прошлом. И прошлые решения формируют наше будущее. И я слышу, что небо открывается. Мгм. Вот этот хобот вот так уходит, и как бы этот свет с правой стороны, это все вот так выталкивает эту всю тьму, наполняется светом, и я вижу, как эта Людочка маленькая буквально выходит в этот, то есть вот так продвинулось пространство, оно буквально считывается, как взять на руки. И она с такого портальчика, маленькая вот эта девочка с этой пеленочкой выходит. Я ей, и все начинает быстро расти. Вот у нее зубы начинают расти. Так интересно это все. Как будто бы это вот так перематывается очень все быстро. И вот она девушка, и я вижу, она вот так раз и снимает, я слышу, вылен. Вылен по-украински, ну, это диалект такой, да. Мгм. А, это как фата. И я вижу, она снимает эту фату, а фата как будто бы верхняя часть головы такая черная, как, знаешь, как этот, а, Мгм. как такая, оно считывается, знаешь, как буквально как солдатская каска. Как вот это у фашиста была каска. Вот у нее вот такая вот эта каска на голове, прямо она как металл и считывается, вот такая, даже с такими разворотиками какими. Ну, обычная немецкая каска. И Мгм. она это снимает, считывается, что это конструкция невеста Люцифера. И подключка к этой каске с этой фатой белой тянется в сектор магии. От фаты, да? Ну, она вот так это М. снимает, Ага, это конструкцию. каска, а на Мгм. каске, ну, как невеста Сказки. Ага. прикалывает эту к голове, а тут Мгм. получается, что к импланту, то есть э, это свадьба. Свадьбы, я слышу, свадьбы. То есть Мгм. все эти свадьбы, которые у нее были, они были запрограммированы, и основой этого всего гипноза, программирования держалась именно вот на том случае, я слышу, детский психоз. Вот когда ребенок М. вот этот раздрайв
плакал, орал, сопротивлялся, когда это вот было, и она буквально кричит: «Мне больно». Мгм. Вот. Так. И она отдает сектор магии, а в Мгм. секторе магии какая-то кровать стоит. Железная кровать. Мгм. Что это за В кровать? Советском Союзе были кровати. Черная, вся черная кровать. И я вижу, что подлетает эта фея к этой кровати. Она как бы привязана вот сердцем. Эта кровать вот так как-то, как лучи расходятся, а фея как бы зависла над этой кроватью. А кто эта фея? И там такая морда какая-то злая, Мгм. черная. Так, кто эта фея? Приказывай ей проявиться, кто ее представляет на физическом плане. Это программа, носительница, носительница, и она привязана а, к, как кто-то там в секторе магии как будто бы полулежит. И я увидела лицо Моны. Мгм. Так. Она считывается, э, делает сеанс добронравия. Что это такое? Возникновение шариков. Добро и нравится. То есть она вызывает симпатию тем сеансам, что она делает, Мгм. и формирует шарик. Я вижу, как из сектора, вот и снизу, с нижних порталов, открывается портал, много порталов, Мгм. проходит сквозь нее, сквозь ее сердце, сквозь сердце Моны, и вот так начинают проникать в наше пространство, я слышу так, физическую реальность, проникают вот эти какие-то очень темные плотные шарики без распознавательных сигнальных огней. То есть они не считываются почему-то. Они просто черные. Так, а почему они не считываются, Виктория? Посмотри, что на Я них вижу, защита. что да, на них защита, и я слышу обаяние, и вижу красивое лицо Моны. Вы себе не представляете, какая она в молодости красавица была, неописуемая. Совершенная просто красота. Мгм. Она бы Так, затмила всех, наверное, всех сразу красавиц мира. И вот это такая, знаешь, на этих шариках Мгм. не все покрыто, а только с той стороны, как люди смотрят на нее. Вот Люда смотрит, а там такое сияние идет. Я слышу, оно считывается, обаяние. То есть ее энергия Моны, Мгм. которая как является составляющей основой этих Прикрывает. Мгм. шариков, и есть вот этим камуфляжем. Так оно и считывается, камуфляж. То есть мир не был бы в такой жопе, Мгм. если бы люди не поддавались, если бы они чувствовали себя творцами и не поддавались обману, лжи и вот этим иллюзиям. А все держится, я вижу, как вот эта ситуация, которая с правой стороны у Людмилы была, с этим ребеночком, она как ляпнет Мону по лицу, Мгм. потому что ее технологии привязываются, именно так работают все технологии, ничего нового и ничего страшного, просто это нужно знать и понимать. Вот, да? Они ищут, вот, оно так и звучит, говно. То есть вот эти все ситуации, которые в подсознании само бы уже переработало и выбросило, да, то есть оно там переработало бы как-то и выбросило. Но нет, здесь же появляются колдуны, маги, эзотерики, которые своей ложью как раз и препятствуют этому. Вот это миссия Цельнозора на самом деле, да. Мгм. Вот. Так, хорошо. Вот этой Мона Моне. получила карму, Так. я передаю люди, Мгм. чтобы она без сожаления отдавала всю карму. Я вижу, как эта красная энергия со спины тоже ударяет Мону. То есть то, что она искала, то она нашла. Карму никто не отменял. И вижу, как загудело пространство.
И от сектора вот первотворца, будущего, вот это все рухнуло. Людмила стоит, и знаешь, такое ощущение, вот так, знаешь, как 7 потов сошло после тяжелой работы. И она такая, знаешь, как после грозы прояснения. Между прочим, у нас гроза была, наверное, вот эти всю неделю колбасила Люду, колбасила меня, всех ждали вот этого освобождения. И я вижу, как она поднимается, вот такая вся даже. Я ей передаю, чтобы она восстановила силы. Пусть поднимется выше, где ей комфортно. Пусть наполняется полностью, отрезает себя от каких бы то ни было каналов утечки энергии. Пусть передает в тот в эту шахту, Эгрегор. да, в этот эгрегор, и закрывает свое подсознание. Пусть она сейчас посмотрит. Я даже туда не смотрю, туда нельзя смотреть никому. В святое святых – это где хранится дух, в центр Вселенной. Это как центр Вселенной, я слышу. В каждом человеке это его священный дух. И переход в 5-е измерение – это эзотерическая ложь, это возвращение человека, самого себя, своего кода жизни. Я вижу, как она забирает свою энергию, которую потеряла, и отрушивает вот от этих черных яиц. Считывается от гнезда Люцифера. И смотрит вот так, наклонилась, смотрит в экран. Я зашла в тот момент, когда она вот вызывала этих помощников. Я передаю Людмиле, что Людмила отказывается на физике это делать, и тем более передавать ее детям. А вот вижу, Артем стоит. Вот Людмила, я передаю ей, и она снова снимает из головы, вот Людмила снимает из головы, находится где нос. Смотри, как она работает. Вот этот как Лимбическая нюхнул, система. да, которая определяет свой-чужой, да, и там привязано, вот так оно выглядит, вот там такие как прутики, вот так вот идут колесом и с такими черными шарами. Точно так же, как она вот нагнулась, и сердце вот такие были, как спицы с этой кроватью. И я вижу, она отдает. И вижу, как протягивает Мона ее руку. Она сплошной магнит, Мона, и сплошной гипноз. Вот эти медузки, это неспроста они этих медузок вызывали, потому что это символизирует вот жало, этот гипноз, как медуза жалит, да, вот точно так же за больное, да, вот точно так же оно работает. И эта рука Моны протягивается и развязывает эти узлы, потому что, я ей не завидую, как она карму будет получать от всех, то это жесть просто. И она буквально ее же рукой развязывает эту ленточку, которая связала воедино вот эти ситуации. Вот это снова цыганка проявляется с этой разноцветной юбкой, и у нее серьга такая в ухе. И я вижу, как эта цыганка отдает эту золотую монету Моне в зубы. И как будто бы вот так просто ныряет к Моне, как бы в рот ей. И вижу, как эти глаза вот так расплавились и уходят. Ушли из пространства Люды. А Люда идет и за руки детей ведет. Я ей передаю, чтобы она передала эту информацию по своему роду, своим божественным детям, чтобы она передала информацию, чтобы они не отказывались принимать любые негативные воздействия от нее, ее матери. Пусть они примут алгоритм определения добра и лжи и принимают только ее светлую божественную часть и отказываются передавать по наследству, принимать и передавать негативные материнские программы, насилие, ложь
и так дальше. Пусть она откажется от этого и пусть передаст эту чистую. Я вижу у нее роды. Вот что она рожает своих детей заново в этом светлом, чистом и спокойном пространстве. И она их так вот подгоняет. Я говорю, что не надо никого подгонять, пусть она им просто передаст информацию. А когда она подгоняла, то получалась вот эта подключка под попу, знаешь. Я говорю, пусть Эти она это программы, уберет, да. это передача, пусть она полностью отправит на аннигиляцию любые воспоминания, все, ничего этого не было. То есть нужно вот Очищает генетическую очистить, память. и пусть она сотрет эту информацию не только в своем пространстве, но и в пространстве своих детей, потому что дети то же самое получили, эту информацию. Мгм. Пусть она сотрет это у них. Я вижу, как а, у дочери, а у нее что, и дочь есть? Ольга. Да? Оля Потому что или я знаю и только Артем. Артем, и вот дочка Ольга с и ним. Артем. Да, и Артема тут. Сначала она снимает такой же котелок из головы с этой, считывается, венец с этой фатой. И Артем, он закрыт, как в кастрюле в такой. У него сильная травма, как будто бы я слышу священник, изнасиловал его священник. У него аналогичная травма. Мгм. Я вижу такая, как скорлупа, как будто бы это такая жаба большая, черная, с такими пупырышками, и такая слизь, как у жабы. И он в этом пространстве вот так сидит, и вижу, слышу поп. В секторе магии находится священник, который его насилует. Я передаю Артему, я зову его так громко, зову, и мой зов вот так летит по пространству вот так. И говорю, этого ничего не было, мама все отменила. И я вижу, как там, где этот насильник, поп, там вот это как лоскут этот красный, как эти, как эта пеленочка, которую тот вытащил. Мгм. Это как, знаешь, как для бешеного быка Красная тряпка. красная тряпка, и для эзотериков, магов и колдунов это тоже как сигнал, да, Мгм. где, куда можно проникнуть. Мгм. Вот. И я слышу сигнальная система. То есть это и была поломка сигнальной системы в передача по роду. Я передаю Людмиле, чтобы она полностью стерла все воспоминания, и я вижу, как она вытирает слезы. Я передаю, чтобы она карму за это воздействие отдавала в антимир этому дяде, всем, кто на протяжении ее жизни взламывал ее подсознание, пусть отдает карму. Я вижу, как ее вот эта рана вот так вот заживает, и вот этот магнит вот так выходит. Я ей передаю, чтобы она закрыла. Вот закрывается этот крючок. Я говорю, чтобы она закрыла своим божественным сознанием ее дух, ее душу, подсознание от этих вредителей. Я вижу, как этот черный крючок уходит в сектор магии, а у нее это закрывается, это как этот... Я Мгм. вижу, что вот этот компьютер люциферианский, да, он как бы антипод тому человеческому устройству. У человека только есть цель, как сохранить и предотвратить вторжение. То есть есть специальные механизмы защиты. Мгм. А этот компьютер и эти маги, колдуны, эта секта
электронным своим воздействием цыгане тоже они этими же методиками пользуются. Они как бы взламывают вот эти все процессы. Я передаю Людмиле, чтобы она за все воздействия в ее пространстве и в пространстве ее детей приказывала убирать их же руками, пусть антимир и все, кто содействовал ее вот этому, я слышу, понижению, когда она вот постоянно как будто бы опускалась вниз, и пусть она уберет все подключки, чипы, импланты, все воспоминания, сотрет об этих событиях своего физического тела, а также из своего информационного пространства и с пространства ее детей, и уберет вот эту подключку и причину вот этих событий. И я вижу, она вот так как будто бы выпрямилась, и у нее из вот так, где плечи, вот как будто бы нож такой выходит. Что за нож такой странный? Вот такой, как красный нож. Слышу дядя. То есть это он первый, Взлом. Мгм. да, взломал ей. Я передаю, чтобы она приказывала ему забирать его воздействие. Вот, и я вижу, что она побежала, ну, как бы в сторону, когда была ребеночком, вот, побежала, ну, как бы в другую Мгм. сторону пошла, а он остался в стороне и отвалился. Мгм. И Хорошо. в этот момент вижу, программа такая вот какая-то в ее пространстве, вот так чух-чух-чух-чух-чух, как будто бы чьи-то руки, сейчас я посмотрю, что это стеклянные какие-то руки, как будто бы вот так мотают нитки, знаешь, как пряжу, так Мгм. чух-чух-чух-чух. Прямо у нее вот здесь, где вот линия эпигастрия, скажем, вот так. Я сейчас посмотрю, чьи это руки и что они там мотают. Ага, кто хозяин этих рук, приказываю проявиться. В секторе магии я слышу капуцин. Мгм. Приказываю этому капуцину принять вид согласно его физической ДНК на данный момент. Вдруг увидела лицо Ильи. Так, а может, он вообще-то принадлежит к этой секте капуцинов? Ну, это орден, скорее всего, тоже был, создавал. Ну, орден это они громко себя назвали. По большому счету это секта Ну, сумасшедших. орден и секта — это одно и то же, походу. Много там этих орденов было. Сменяли друг другу. Организация одна и та же. Все, что таинственно, все это Мгм. против конов чистоты Вселенной. Приказываю этому Илье отвечать, что это он наматывает, что он делает в пространстве. Появляются такие красные глаза, как у улитки. Подключки к глазам тянутся в сектор магии. Он как будто бы из какого-то портала черно-красного выскочил. А глаза как будто бы вот здесь, в пространстве у Люды. Мгм. Она говорит, что он смотрящий, что он оставил его шарики. Мгм. Так. Людмила отказывается от всех вызываний этих духов, шариков. Пусть приказывает им забрать О, его вот. руками все ее воздействия. А сейчас это произошло. Я вижу, она хлоп, вот так, как будто бы лаптер, знаешь, и закрыла. Мгм. Мгм. Вот, и эти глаза утягиваются и потянули за собой, и вот эту цыганку за ноги потянули. И вижу, как у Людмилы как будто бы такая паутина черная. О, паук! Паутина М. черная вот начала так вот раскручиваться. А, вот это он наматывание этой липкой массы, Паутина. Мгм. паутины. То есть получается так, что вот эта сигнальная система, он раз, все технологии он включил, и человек, который в его пространстве уже есть какие-то погрешности, начинает сам включаться в саморазрушительные процессы. Я приказываю ему убирать воздействие от Людмилы согласно тем аспектам воли М. ее рациональной части, ее души и духа.
и вижу, как в этот момент буквально как вот из сердце как будто бы вырыгнуло эту черную подключку, а он Мгм. считывается семинарист. Семинарист? Какой семинарист? Ну, это как этот Иосиф Виссарионович был Ну, семинарист. Да. это еще большой вопрос, был ли он Мгм. Сталиным. Это еще под вопросом, потому что КГБ так они и работают, они навязывают, меняют память. Как он Моне поменял, точно так же, вероятно, ему поменяли память. Мгм. Да. Так, а что семинарист? Что это значит? Не знаю, сейчас посмотрю. Оно тянется Мгм. именно не в сектор магии, а в сектор интерферентов. И там я вижу, как эта подключка одной стороной вот где-то в секторе навязанных программ, а другой тянется вот там, где звучит семинарист, и там такой, как надгробье. И это надгробье такое старое, и вот так вот поднимается, вот эта подключка тянет. Мгм. Так, семинарист. И там я вижу, как будто этот надгробие вот так поднимается, как крышка гроба вообще-то. И оттуда выходит как оловянный солдатик, такой неживой. Я слышу дух Люцифера, дух Сталина и перемещается в сектор магии. Мгм. И сейчас я вижу, как вот этот лаптер она закрыла, да, компьютер, Мгм. а он сквозь закрытую, это самое, вот так лапа пролазит и так чук-чук-чук-чук-чук-чук, ищет снова пролезть. И, а я его вот так хлоп по этой лапе черной, и его раз закрыла в такой шар Мгм. стеклянный, и вижу, что у него подключка такая разветвленная идет от него, вот так в пространство а, Мгм. Людмилы, разветвленная, но почему-то слышу Лидии. Там Мгм. есть энергии Лидии. Сейчас я посмотрю. И именно она звучит там, где вот это разветвление. Ой, там сколько голосов. Там и Тарас, и Аня такую-то какую-то рисует, как Эйфелевую башню. И там много-много-много. И такой шум, такой гам, как будто бы там такой базар какой-то. Так, сейчас я их Мгм. взяла вот так в какой-то мешок и посадила. И они переместились в сектор интерферентов. Сейчас я их спрошу, что они там делают в пространстве Людмилы. Мгм. А они все говорят, что они перенасаживают память. Мгм. Вот этим он не занимается. Хм. А, и мне сразу Понятно. на память пришла эта Лидия. Ой, не Мгм. Лидия, а это Надя, которая, Надя. смотри, Таня, Надя, что-то хочу сказать Илья, а говорится Люцифер, потому что его дух в нем. Мгм. И у них всех мания, всем навязать, кто кем был в прошлой жизни. Я же Надю заблокировала. Я говорю, это называется в психологии демоническая манипуляция. Это запрещено так делать. Человек сам должен вспомнить. Он сам должен сказать по каким-то доказательствам. И это правда, когда есть доказательства на физике. Если нет на физике никаких доказательств, тогда au revoir этим программам, да? И даже Мгм. если человек что-то совершил в прошлом, то он уже заплатил своей смертью, то есть никто не имеет права по законам Вселенной снова его уличать в чем-то из прошлых воплощений. Это манипуляция, это черная демоническая манипуляция. А вот они чем занимаются все. Виктория, а вот это, что там есть дух, который отвечает за переброс памяти, или эгрегор Там есть какой? Мгм. вот это, где они вот так вот, буквально вот это у нее вот так здесь вот так вот. Я это отодвинула от нее, и получается так, как паутина такая вся, а эта паутина внутри содержит такой объем,
А в этом шаре, он такой какой-то тяжелый, в этом шаре вот этот балаган, это все сотрудники, считываются сотрудники, они считывают. А чего сотрудники? Мгм. Они сотрудники все. О, Кто? Ага. Кто подключка главный? какая-то пошла, Мгм. вот такая, как этот нож, который из-за спины Людмила вытащила. Такой же нож от них, от этого пространства, которое они создали, это их эгрегор сектантский, да? Пошел этот нож в сектор магии. Они все считываются сотрудники. Так и слышу Ильи Мамаева. Интересно, а чей он сотрудник? Мгм. А он говорит, что он сотрудник верховного вождя. И так палец поднял. А верховный вождь, кто у него? Кто верховный вождь? Вижу красная звезда. Вот это коммунистическая красная звезда. В этой звезде какой-то чмырь, так и считывается почему-то чмырь, моргнул. Кто этот чмырь? Приказываем ему проявить согласно его эфирным ДНК. Этот чмырь, я вижу, проявляется вот эта сущность. Этот гипноз, это вот это разодранное, то есть Мгм. это гипноз, дух Вельзевула. Мгм. Так. Считывается гипноз, ложь, обман, люциферианское сознание, и оно вот так все течет, как будто бы белая паутина с такими вот шариками внутри, как сетка. Мгм. Вот мне кто-то в комментариях хорошо подметил, сетка и секта, то есть две буковки поменяли и означает одно и то же. Вот. А по конам Вселенной все должны объявить, кто они на самом деле есть. И они объявляют и показывают всем, а люди этого не видят. Да? Мгм. Так, хорошо. Вот этот, где они там вместе сидят, этот балаган. Да. Так, что они конкретно делают у Людмилы в ее пространстве? Появился черный силуэт, считывается писарь. Он как бы там главный у них у всех. Он начал писать, и все замолчали. Мгм. Он говорит, что он фальсифицирует историю, и от него вот такая подключка пошла в сектор магии. И он говорит, я не расскажу, кто ты. Почему-то он так говорит. М. Он говорит, я скрою от тебя правду. Какой-то человек там, но это я вижу не на физике, а в эфирном плане. Вот этот, который сидит черный, пишет, он писарь, и выглядит он так сейчас, как будто бы что-то написал, спрятал под черную полу, так черта рисует, который приходит и что-то ворует. Мгм. Как сущность такая горбатая вот эта. А подключка идет в сектор магии. В секторе магии сидит человек и вот так затирает резинкой. Кто он такой? Я Приказываю ему слышу назваться. воспоминания, он стирает воспоминания. Еще раз скажи ему. Приказывай тому, кто в секторе находится, приказываем проявить согласно его физической ДНК и ответить, кто он такой. Называется полное его имя. Он вот так ухо вытянулось у него, такое большое ухо. Он послушал то, что ты говоришь. Мгм. И он говорит, встал. Так. Ну, он говорит, но я прямо не верю. Сейчас хочу увидеть его. Ух, Наш родной в кавычках. Тарас Слободенюк. Когда я сказала, что я не верю, он буквально меня вот так стукнул. Мгм. Вот так вот стукнул и что-то ляпнул такое. Я отменяю А, эту ситуацию. мгм. Я вижу, что у него такой черный хвост.
тянется. Я спрашиваю, что это он в пространстве Людмилы делает? А он рычит на меня. Мгм. У него выскакивает такой красный язык, вот этот, как вот такой язык, острый. Вот это ложь! Вот это странный такой нож какой-то красный. Ну да, Что же красный это нож ты такое? говорила. Мгм. А это у него вот этот нож, а нож и ложь, вот видишь, оно разрезает Тоже пространство. одна буква. Ложь взламывает мозг. Вот. И он вот этим языком длиннючим таким вот протягивается вот к этому, который ворует. Мгм. Вот. Так, приказываю ему отвечать. Что он делает в пространстве Людмилы? Он говорит, что он ворует ее память. И я спросила сразу, как? И я вижу, что он вот так стоит на таком черном портале, и у него такие, вокруг него такие же шары черные. Вот эту конструкцию, которую я видела, как к этой каске привязаны такие спицы, как будто бы, и с такими черными шарами. Вот оно. Он стоит по центру, вокруг него вот эти черные шары, штук 10, образует такой вот ну, как бы треугольничек, эта конструкция. Мгм. И он вот берет каждый шарик, вот так шух, поднял, закрыл, поднял, закрыл. Там что-то находится внутри. Что там находится внутри, Виктория? Посмотри. Но когда я смотрю, Аккуратно. там что-то вот такое перекручено и считывается противоестественные события, магия, ложь. Это событие, да? Но это события, которые вот так они перекручены противоестественно, и это все скрыто в таких черных шарах. И он говорит, что он господин истории. Вот так снова этот дух Мгм. появляется, какой уже был там, да, и палец так вверх. Мгм. Он говорит, что он повелитель истории. Так, каким образом он имеет доступ к стиранию памяти Людмилы? Где есть крючок и зацепка, где Людмила разрешила О, ему. смотри, с помощью, я слышу, сигнальная система, то есть вот этот символ цельнозора у него в руке, Мгм. и он вот этими лезвиями вот так вот крутит, и сразу оно как будто бы просматривает пространство, вот это внутри, это внутри эгрегориальная секта, я слышу, или секция. То есть Людмила подключена через взаимодействие с этими шариками к общему пространству, то есть там все намешано вот так вот. Мгм. Через насильнические вот эти методики люди отказываются как бы от своей души, от своей памяти, от своей идентификации, поэтому оно все становится вот все, ну, общим. И через эти вызывания духов шариков Людмила как раз и подключилась. И Тарас, он же мне ничего не рассказывал, что он тоже занимался вызываниями шариков каких-то и этими символ цеплял кругом и рекламировал Илью, да, Мгм. вот, он же хотел перехитрить всех на свете. Ну вот через это все он к чему-то там тянется. Он стоит вот в центре этого портала, и вот эти штуки, а подключка у него тянется к этому духу, который ворует. В этом общем он своровал что-то. Я Мгм. слышу Людмилы детство. А почему он своровал? Он закрыл. Вот точно так же в нем, в этом шлёцере работают вот эти программы, да, скрыть истину, и он это скрыл, вот это проявилось на сеансе с Марите, и точно так же он скрывал вот эти блокировки с Мгм. помощью этих пси-технологий, с помощью этого символа. Сейчас я спрошу, что Людмила думает по этому поводу.
Я вижу тот сон, который ей снится. То есть этот паук, это и есть вот эта эгрегориальная система, секта. Так и звучит. Мгм. Колониальная система разума. Я ей передаю, чтобы она сейчас зашла в тот момент, в этот сон, и посмотрела, кто такой паук, приказала ему убраться, кто этот человек, который с ней ходил. А Тарас сказал, что это он и ходил там. Мгм. Я его спрашиваю, а что это он давал пробовать? Что там Людмила пробовала? Она брикет какой-то берет, он как торф непонятного вкуса. И это как брикет, и я подумала, что это, и я вижу, что это именно тот психоэмоциональный блок, который был в детстве, и который, я слышу, так реанимировала. То есть Людмила, ну, подсознание, сознание, это все как бы на утилизацию этот случай отправляет, да, Мгм. но вот эта секта Цельнозор, она реанимировала, чтобы... А зачем это нужно ему и Тарасу, в том числе, Мгм. реанимировать это все? Самой. Зачем Тарасу это нужно, приказываем Я отвечать. вижу, вот этот паук, у него такие клешни, Мгм. и это такой, как он находится в секторе магии. Сейчас я его уменьшаю, да. Я слышу, что это люциферианский дух разврата, что он развращает, что он души развращает, и вот как развращенная душа не может достичь равновесия и достичь гармонии, и счастья, и жизни, и по конам Вселенная идет на утилизацию. Вот это так. Я передаю Людмиле, чтобы она... и он держит в своих этих клешнях вот этот брикет, в котором энергетический заряд, это девочка маленькая. Я передаю Людмиле, что она отменила это событие, и карму пусть отдает за вмешательство в ее личное пространство и Тарасу, и всем вот этим соучастникам, которые сотрудники этой секты, за вмешательство и за соучастие в этом Мгм. общем, как это называется, всеобщее? Оно Ну, ихний считывается как орден. одобрение зла. Мгм. Это какофония, да? Ну, кака она есть. Кака– это противоположность симфонии, гармонии, да? И я вижу, что это как кишка, вот этот эгрегор секты Мгм. этой, он выглядит как кишка, именно прямая кишка, прямо сосуды, там это все, и это вся... То, что Вселенная выталкивает и избавляется, вот на это они и притягиваются. Они как мухи помойные, так и звучит. Вот эти помойные мухи, их же смрад привлекает, а не запах, да, то есть им нравится все зло, это извращенные души. Мгм. Прямая кишка — это там, где отделяется, ну, отделение идет, да? Мгм. Да, да. Фекалии от То есть того, что вот эта надо. масса, Мгм. вот эта масса перед тем, как выйти за пределы человеческого тела, она какое-то время вот там находится, и перед выходом, да, то есть дает сигнал, что все, оно переработано, пора его отправить куда Утилизировать, положено, да, утилизировать. вытолкнуть. Мгм. Вселенная, мы это уже видели много раз, устроена, то есть фактически тело человека устроено по принципу, как устроена Вселенная. Любая ложь, магия, насилие, все отправляется на утилизацию, потому что по конам Вселенной это несовершенное и заслуживает утилизации или смерти. Любую ошибку, точно так же, как
в компьютере программист ищет ошибки и их исправляет, то, что можно исправить, а то, что не можно исправить, переделают наново. Да? Точно так же здесь все происходит. То есть организм сам, человеческий, принимает питательные вещества, а все, что не важно, не нужно, отправляет на утилизацию. И именно вот этот эгрегор, он психосоматически находится ну, я так слышу, извините меня уж, пожалуйста, задний проход. То есть вот там, где эти каловые массы какое-то время там еще перед испражнением задерживаются. Я передаю Людмиле, чтобы она полностью испражнила свое эфирное пространство, вытолкнула все эти... Ой, боже мой! Слышу ну, типа гимналистический или какой-то вот это гимн, это слово гимн, а я тоже думала, почему гимн страны называется гимно. По-украински говно – это гимно, да? Понятно. Хорошо, пусть выталкивается это все отходы эти, паразитов всех, Я передаю чужеродных бактерий. Людмиле, чтобы она исправила свою всю слышу электрическую систему и изгнала всех паразитов из ее пространства, избавилась от всех вирусов, бактерий, от любой инфекции и настроила перепрограммировала свое сознание таким образом, чтобы ее энергетическая система выталкивала и уничтожала любой вирус, любую бактерию, и восстановила кон целостности. Пусть собирает Людмила, она это и делает, собирает. Вот я слышу, прямо слышу клочки ее энергии, только это не клочки, а шарики. Вот почему плоскоземельщики, они все вот шизанутые. Почему на плоской земле? Потому что они находятся в пространстве плоскости. У них все лоскутики, все плоское. У них двухмерное мышление улитки. Да? Мышление примагничивает такие же теории. Конечно. То есть их сознание не способно увидеть больше, чем они способны это увидеть, скажем так. Вот, потому что, почему говорят, переход в пятое измерение. Пятое измерение – это не будет такого места какого-то, нет во Вселенной такого измерения пятого. Вот, и нет такого места специального, потому что все измерения, все находятся в одном месте, как матрешка друг в друге. И переход в пятое измерение – это осознание целостности, гармонии, осознание себя Творцом, принятие высших конов, я слышу, цивилизационных, то есть конов развития Вселенной, конов жизни, как свои собственные, и понимание себя как частицы этого общего, всеобщего пространства, когда человек берет ответственность за жизнь человеческую, за свою жизнь, жизнь своей души. А если взять Цельнозор или другие секты, все как один, они пропагандируют наоборот. Убийство, смерть. Посмотреть это шизофреника Илью. В каждом видео ему мерещатся враги. Послушать Сталина, послушать Гитлера, послушать Путина. У них все враги. Они не воспринимают себя как часть этого мира. Они отдельно, законы человеческие им не писаны, божественные законы им не писаны, они себе попридумывают и живут в своих иллюзиях. Вот. Я передаю Людмиле, чтобы она поднималась, у нее крылья такие огромные, чтобы она выталкивала все эти подключки, считывается говноеды. Ну уж сегодня тема, конечно, еще та. Но я просто извиняюсь за выражение, но я должна это сообщить. Вот этот эгрегор, который именно к анусу подключен, вот этот цельнозоровский эгрегор, он буквально выглядит сейчас как такая сеточка, в которой вот это прямо считывается, вот эти какашки. И цвет, и все одно. Вот я передаю Людмиле, чтобы она полностью это все на утилизацию отправляла. И я вижу, как у Тарас проявляется вот этот, он считывается цельнозоровский Тарас, то есть он, хотя он и расторгал контракты, как я говорю, что он освобождался, да не освободился.
открываются эти коробочки, которые он пытается их закрыть, этот дух, который в Тарасе работает. Он пытается закрыть, ну, в Тарасе или в прошлом воплощении это вот этот Шлется. иллюминат, я слышу, иллюминат. Вот прозвучало, иллюминат. И эти коробочки открываются. Вижу, что Людмила была задействована. То есть я предполагаю, что ее персона еще только откроется, кем она была на самом деле, потому что вот эти веревки вот так раскручиваются. То, что было вот так скомкано в одном шарике, вот так оно раскручивается все. И таких их много, такими лентами раскрученными. И слышу, как она поет. Она поднимается вверх, эти ленты вот так как-то они летают в пространстве. А что это за ленты? А я слышу, что это дороги жизни. Я слышу, это фальсифицированная память. И на основе всей этой фальсификации держатся все эти теории заговора, и вот это все, вместо того, чтобы разбирать факты, для того, чтобы человека вот свести с ума этими всеми, этой ложью. Она поднимается вверх. Я передаю, чтобы она собрала все частицы ее потерянной души. Это воля ее божественного разума. Укрепила, закрыла, вот еще закрывается ее подсознание. Пусть закроет все утечки энергии, закрывает ее подсознание и забирает, вот возвращается ее энергия. Вот это яйцо уходит, а ее энергия возвращается. И она как крыльями большими взмахивает. Я вижу, как эта вся конструкция, в котором сидела привязана эта девочка в этом ковше, который вот так ходил, разваливается. То есть она разрушила колесо сансары, так называемая. Я вижу, как сетка, как петля, считывается петля, оно как сетка, черная паутина, просто сходит. И вот этот глаз тоже с таким скрипом каким-то тоже отваливается. И она встала лицом к Первотворцу. Ноги вытирает, как будто бы коврик. Говорит, что она готова к переходу. И я говорю, а почему она ноги вытерла? Она говорит, что она избавляется от грязи и поворачивается, а у нее на спине вот эти крылышки прозрачные, это как у феи, да? Она их просто взяла и отломала. Она их отломала. Это называется иллюзии. Вот эти крылышки считываются иллюзии добра. Ну, они же все иллюзиями добра заманивают, да, заманивают в свои секты. Вот. Она отрывает. Я вижу, как этот столб энергетический черный вот так разламывается за спиной, на котором держалось это все. И она переступила. Я спрашиваю, куда она переступила? А она говорит, в сознание Первотворца. Вот он переход. Я подумала, а что же с ее сердцем? А я вижу, как из сердца идет такой луч. Она вся лучистая, и такой свет, спокойный такой. Вот эти все дурацкие энергии, вот эта какофония, все ушло. И она в таком пространстве, я слышу, 7 небо, не живое пространство духа. Там ничего чужого нет. Там просто благоденствие, радость и такое спокойствие. Знаешь, вот так как после грозы, после тяжелой работы. Раз, и такое все спокойное. Она говорит, я дома. Я вижу снова такой, как будто бы она вытирает ноги, и дохлый такой труп этого с крыльями кого-то, мухи. Она вот так вытирает, а оно шух и уходит эти крылья, только это все. И я ей передаю, чтобы она стерла со всех информационных полей и исправила свое прошлое, настоящее и будущее. Это воля ее разума священного.
освободила полностью ее божественную душу, дух и тело от антимира, от его программ и наполнялась энергиями света, жизни, гармонии, процветания, исполнения ее желаний. Пусть ее тело физическое, все эфирные тела соединятся в единой гармонии, да, ее божественного чистого разума. Пусть она полностью убирает с своего пространства эту темную субличность, этот клочок антимира в ее личном пространстве, и это место пусть заполняет светом любви, первотворца, гармонии, жизни, радости. Я вижу, как у нее появляются вместо этих прозрачных крыльев настоящие, считываются орлиные крылья. Ну, они выглядят как у ангела, а считываются орлиные. Я подумала, почему орлиные? Зоркий взгляд. То есть восстановила способность различать добро и ложь. Вот. Замечательно. Да. Хорошо. Ну, поздравляем, Людмила. Она принимает наши поздравления. Считывается, что грамоту приняла. Я спрашиваю, показываю, что это за грамота. Тут оно так, понимаешь, вот мы творцы. Все, что мы думаем, мы должны думать правильные мысли. Ну, понимаешь, вот ты сказал, а оно тут же раз уже сделалось. Ты сказал, оно раз тут уже сделалось. Да. Думаешь, что говоришь, говоришь, что думаешь. Ну, да, конечно. Поэтому ты, наверное, меня сейчас понимаешь, почему я иногда имею праведный гнев, если что-то мы делаем не так, да? Ну, не только мы с тобой, а вообще, если кто-то что-то делает не так, меня это сильно возмущает. Этот праведный гнев, это та двигательная сила, которая заставляет... А мне что пишут в комментарии? Да чего ты сюда поперлась? Да себе сиди там своими делами занимайся. Интересно, какими это делами? То есть не спасай души человеческие, не разгипнотизируй их. Вот, то есть логика какая, да? То есть понятно, откуда ветер веет. Так я это тоже все стерла с нашего пространства, все не говорю лишнего, отменила это все, что я сказала, и оно раз вернулось обратно ко мне. Хорошо. Все. Так, Я вот грамоту смотрю, вот зашла в тот момент снова, то есть восстановила до того, когда она грамоту получила. Что это за грамота? Я сейчас посмотрю, откуда она ее посмотри, взяла. Виктория, да. Да, откуда она ее взяла. Потому что она как-то раз возникла у нее в руках. А она говорит, что отсюда взяла. Говорит, что это одобрение ее души, ее духа и первотворца. То есть связь с первотворцом и с Богом, когда человек молится, да, он обращается к первотворцу. Я передаю Людмиле, чтобы она отменила все негативные молитвы. Просьба о помощи, вот эта маленькая девочка, она воспринялась как молитва, да? Но так как она находилась в низковибрационном состоянии, то это так называемая молитва, молитва – это разговор с Богом, то эта молитва, так называемая, пошла по этим окольным путям, по путям перехвата. Потому что если бы эта молитва, крик души о помощи пошел по пути своей божественной души в нужное русло, то этот бы насильник, дядя, получил бы такую карму моментально, ему бы, вот сейчас этот его бы член сразу бы отсох, тут же у него на глазах. Да? Вот. Но так как этот в Турции проклинал Израиль, а Израиль же жертва. То есть он нарушил коны равновесия, коны справедливости, и он говорил, Аллах покарает Израиль, и тут же в этот момент упал, и что? Он умер, да? Моментальная карма, потому что коны Вселенной нарушать нельзя, коны справедливости нарушать нельзя. Тот, кто напал,
Тот агрессор, тот виноват. Тот, кто защищается, тот жертва. Поэтому жертва всегда в лучшем положении, она имеет возможность отбить атаку, восстановить свое сознание, где она разрешила на это пойти, восстановить себя, обрести этот опыт, а насильник всегда идет в одно место. Вот мы уже видели, в какое. То есть маги, колдуны, обманщики, лгуны, те, кто зазывают античеловечными лозунгами, они все вот с того места. И мы отдаем карму, приказываем очищать не только наши общее божественные, пространство, все наше наше общее свет. пространство. Это наша воля. Приказываем забирать все ложь, вот эгрегоры переброса, затирание памяти. Пусть забирает. Вижу, как в пространстве Людмилы вот это сначала, что проявились вот эта цыганка с этими, знаешь, бубнами. Я вижу, как эти бубны, вот эти звуки даже, и оно все уходит. Я передаю Людмиле, чтобы она полностью очистила. И там она берет за ручку какую-то дверь черную и выбрасывает ее. Это считывается как ложный путь. Да. Я передаю, чтобы она восстановила коны ее божественной души и ее истинные дороги. Вот эти ленты, которые шли, вот это все. То есть восстанавливая свои истинные дороги, свою истинную историю, каждый человек в своем пространстве восстанавливает, постепенно разворачивается это все и наше всеобщее психическое состояние, наша Вселенная. Наш всесвет, потому что Вселенная – это антимир. Хорошо, Виктория. Поднимаемся вместе вверх. Посмотри сейчас, как Людмила выглядит. У нее крылья, она улыбается спокойная, говорит снова, что она дома. Она говорит, что она вошла в дом духа. Отлично. Хорошо. Спроси у Людмилы, все ли сделали мы для нее на этом сеансе? Да. Ну, молодец. Хорошо, Виктория. Тогда прощаемся с Людмилой. Отсоединяйся от всех и всего, от всех этих, что есть замороженные ситуации, все это на аннигиляцию отправляй. Да. Хорошо. Проверяй твое личное пространство. Да, все чисто. Наполняем. О, я слышу, что я совершенна и неприкосновенна. А это то, что именно пришло мне. Я думаю, почему я же это все знала? О сектах я все знала, я умела их распознавать. Почему это прошло только 3 года? Я только сейчас набралась, мне это в голову пришло, что это нужно людям. Это не просто в голову пришло, это такое, как огонь изнутри. А мне просто идет, задаю вопрос, сразу же получаю ответ. Так ты ж не была готова. То есть у меня были зацепки. За это все время очищения, когда мы чистим, помогаем очищаться другим, мы сами получаем тоже опыт, сами прорабатываем свои какие-то погрешности, становимся совершенными все вместе. Никто не лучше, никто не хуже. Вот это признак секты, что лидер какой-то особенный, а вы никто, ничто. Служители, сотрудники. Помогаете ему. Каждый по образу и подобию имеет тот же потенциал и возможность. Так что это Конечно. миссия каждого — освободить собственную душу. Хорошо, Да. Виктория. Наполняемся энергией любви, жизни, гармонии. Да. Я посчитаю от 1 до 3, ты выйдешь в физическую реальность, где с тобой разговариваю, и будешь себя чувствовать великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся.